Всем привет, с вами Фуза, и вы на канале Pinball Russia. В прошлом выпуске мы с вами разбирали, что нужно сделать, чтобы открыть финальное задание Rule the Universe на автомате Марс атакует. Если вы пропустили, обязательно посмотрите его по ссылочке, которая появится сейчас вот здесь. А этот ролик можете пока поставить на паузу. А для тех, кто посмотрел первую часть, я расскажу вам о всяких режимах и фишках, которые присутствуют в игровом процессе, но никак не влияют на открытие финального задания. Итак, давайте начнем со скиллшота. В этой игре их два – обычный скиллшот и супер скиллшот. В первом случае вам нужно запустить шарик в игру, который сразу же отправится в топ-лейнс. Задача этого скиллшота – попасть в подсвечиваемый топ-лейн. При этом игрок может переключать подсветку топ-лейна, нажимая кнопки флипперов. Если игрок попадает в нужный сектор, он получает умножение в конце раунда кратное x5 и 10 миллионов очков. Если вы выполните несколько скиллшотов подряд за игру, сумма очков будет увеличиваться на 10 миллионов. Множитель в конце раунда также можно увеличивать на единицу, если закрывать два топ-лейна. Теперь поговорим о супер скиллшоте. Для того, чтобы его запустить, нужно зажать левый флиппер и отправить шар в игру. Шарик проскочит в топ-лейнс и полетит прямо на левый флиппер. На выполнение супер скиллшота у вас будет всего 5 секунд, и фишка в том, что одно удачное попадание засчитается вам за 3. То есть вы можете открыть страну для уничтожения тарелки одним точным попаданием по центру, вместо 3. Либо закрыть один из хариап, которые находятся в рампах и лупах. Но здесь есть тоже нюансы. За любое попадание в супер скиллшоте вы получите 50 миллионов очков. Но в случае с хариап вы просто закроете 3 попадания за один раз. При этом сам хариап по центру запущен не будет. Следующая важная фишка в геймплее – Stroke of Luck. Если горит соответствующая иконка на поле, вы можете получить случайную награду, которая выдается в скуп. Попав в этот сектор, на экране выпадает одна из 4 случайных наград. В качестве бонуса вы можете получить какое-то количество очков. Light Lock и Award Lock засчитают вам одно виртуальное попадание в сектор для открытия мультибола. Также в качестве награды может выпасть и сам мультибол, который сразу же и запустится. Возможно, вы получите Light Martian Attack, то есть вам не нужно будет собирать слово Martian, попадая по зеленым стендап таргетам. Также там может быть x5 к множителю или другая награда, которая называется Hold Bonus X. Она позволяет не скидывать умножение в конце раунда до x1 на каждом следующем шаре. Также там может выпасть Video Mode. Это видеоигра на экране пинбола. Вам нужно будет управлять направлением пушки при помощи флипперов и сбивать марсианские тарелки. В этом режиме у вас будет возможность сразу получить экстра болл, потому что он будет лететь вместе с марсианскими тарелками, и ваша задача его также сбить. Если это получится сделать, вы незамедлительно получите экстра болл. В этом режиме у вас будет одна смарт-бомба. Вы можете воспользоваться ею, чтобы уничтожить одним разом все тарелки на экране. Для того, чтобы ею воспользоваться, нажимаете кнопку планжера. После того, как вы собьете все маленькие марсианские тарелки, прилетит еще одна, но большая марсианская тарелка, которой нужно будет навалять по полной. Максимально за этот режим вы можете получить 635 миллионов очков и экстра болл. Еще в Stroke of Luck может выпасть Strobe мультибол. В этом мультиболе у вас выключается все освещение на поле, кроме подсветки 3 красных стендап-таргетов по центру и стробоскопа тарелки. Ваша задача 10 раз попасть в центральные стендап-таргеты. На 10-м попадании активируется сектор с экстра болл. Фишка этого мультибола в том, что шары очень плохо видно на поле. Еще в качестве награды может выпасть Martian Bomb. Это марсианская бомба, которая может убить случайного марсианина во время Martian Attack. Чтобы ей воспользоваться, нужно нажать на кнопку планжера, после чего один из марсиан перестанет прыгать на поле. Кстати, лучше всего держать бомбу до последнего марсианина. Если вдруг шарик укатится с поля, последнего марсианина можно будет убить бомбой и запустить Martian Attack мультибол. И последняя награда в Stroke of Luck — это Sneak Attack. Получив ее, один из марсиан начнет прыгать на поле, и ваша задача попасть в него за максимально короткое количество времени, потому что награда за убийство марсианина будет уменьшаться с каждой секундой. Если вы успеете убить марсианина, то в качестве награды вы получите какое-то количество очков и 2 марсианские бомбы, которые сможете использовать в Martian Attack. После получения награды сектор со Stroke of Luck перестает гореть. Чтобы его активировать по новой, нужно собрать 4 желтые кружочка, которые находятся в инлейнах и аутлейнах. Если шарик прокатывается в этом секторе, то кружочек над ним загорается. При этом их можно переключать по такому же принципу, как и в топ-лейнс, то есть при помощи флипперов. Собрав все 4 кружочка, сектор со Stroke of Luck загорится вновь. Открыв за игру 10 раз Stroke of Luck, у вас загорится сектор с экстра болл, где вы его и сможете получить. Наверное, это все нюансы, которые нужно знать по этой игре. Если уж я что-то забыл, то расскажу об этом на нашем ближайшем стриме, который пройдет в это воскресенье 20 июня в 19:30 по московскому времени. Вообще все наши будущие лайвстримы будут проходить по воскресеньям, примерно в одно и то же время. Мы будем заранее их анонсировать на YouTube и Twitch. Также следите за информацией в наших социальных сетях.
Если вы вдруг не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видосики, над которыми мы очень стараемся. Надеюсь, мы заслуживаем ваши лайки. А еще нам очень приятно читать ваши комментарии, поэтому пишите нам и пишите почаще. Не забывайте, что вы можете попрактиковаться в виртуальном пинболе «Марс атакует» на своем мобильном телефоне. Ссылочку на скачивание этого приложения я оставлю в описании к этому ролику. На сегодня все. Ждем всех на стриме. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в это воскресенье. Пока!